Видео не рекламное, просто у меня есть некоторые инструменты этой же марки, но хочется рассказать то, что сейчас приобрел. Фреза ручная по дереву, Parkside. Цену я скажу в конце видео. Инструменты этой же марки есть зеленого цвета. Вот зеленого цвета у меня некоторые есть. Там масса недостатков, в общем, и не очень я ими довольный. То есть они ширпотреб обычно не очень хороший, скажем так. Но это первый раз я купил черного цвета. Черного цвета этой же марки продают для профессионального использования. То есть для профессионалов. Посмотрим, что это из себя представляет. Максимальный пропил идет 35 миллиметров, то есть 3,5 сантиметров идет. Значит, насадки здесь можно менять от 6 до 8 миллиметров. То есть вот вторая втулка идет, зажим. Можем ставить фрезы либо на 6, либо на 8 миллиметров. Сейчас я все это дело буду вынимать из чемодана. По поводу кнопок. Кнопка вот активации, при нажатии она активирована, 10 секунд работает. Теперь вот эти вот уровни, вот этой кнопкой меняем, какой вы хотите, то есть обороты. Значит, на единичке. Единичка у нас 10 тысяч оборотов, двойка 12 тысяч оборотов, тройка 17 тысяч оборотов, четверка 22 тысячи оборотов, пятерка 27 и шестерка 34 тысячи оборотов. Активируете эту, выбираете, какую вам нужно, и затем два раза нужно нажать, чтобы она заработала. Вот, запустилась машинка. Выключается тоже. Чтобы в следующий раз запустить, нужно опять же сначала активировать, чтобы разблокировать все. То есть опять же выбираем, как нужно. И затем два раза нужно нажать на эту. Столик. То есть вот она перемещается. Единственное, если просто этот зажим переместили, то есть что нужно зажали, и все, он фиксируется. Единственное, если одной рукой тут его, она особо не ездит. Надо вот снизу чуть-чуть придерживать и менять положение. Тогда она начинает ездить. Так туговато идет. Вот сейчас не могу уже. Вот, подвинул чуть-чуть. Теперь вверх. Снизу пальцем прижимаю. Тогда ездит хорошо. А если просто, то уже не поедет. В общем, работает. Выставляете высоту нужную и зажимаете. Вторая часть, значит, для работы фрезером под углом. Вот эту расслабляем и снимаем. Снимается вот рукой, просто потянул, она съехала. Главное хорошо расслабить. Вот он такой. Значит, на этой части тоже регулировать высоту есть специально с зубцами. И вот фиксируется эксцентриком уже. Не знаю, вот пластмассовая, сколько продержится, непонятно. Вставляется в эту сторону, вот она поехала. Ну, здесь он ездит посвободней. Видать, пластмасса больше силы 3, не знаю. Ну, в общем, выставляете на нужную высоту и зажимаете. Я его зажал. Пластиковый. Не знаю, сколько продержится. И затем тут есть градусы. Вот. Метка и градусы. Вот сейчас 0 показывают. Здесь, правда, тоже такой толщины сделано. В общем, так. И можете менять под градусом. Вот. Градус изменяете, зажимаете. И вот плоскость. Под плоскость идет. Под углом уже режет. Вторая стойка типа лифта. Значит, ну, это уже двумя руками работать. Значит, здесь имеются вот фиксированные размеры. Когда опускаете, вот больше не идет. Можно выбрать. Меняете, вот изменяется 5, 10, 15, 20, 25. Вот, я думаю, видно хорошо. И плюс, кроме этого, вот 0 вставляю. Здесь вот есть еще шкала одна. Вы выставляете, сколько вам надо. Вот на 0, скажем, поставили.
И затем регулируете. Сколько сейчас вот убрал я. Можно подогнать более тонко. То есть вот здесь получаем сколько, 14. И плюс можете еще подогнать резьбовым. Когда будете опускать, оно будет заходить на эту же глубину. Здесь тоже проблемка, что это пластиковая штука. Зажим тоже. Сколько продержится, неизвестно. Вставляется. Так, вставляется вот здесь есть специальная направляющая, чтобы здесь попадало вот в этот прорезь. И потом зажимаете. Туговато что-то. Туговато вставлять. Короче, запихнул. Пришлось приложить немного силы. Вот она залезла на свое посадочное место. Вот, уперлась и зажимается. Скоро вот это направление вращения здесь показывает. В общем, здесь уже работаете именно с ручками этими, со столиком. Так, в принципе, вот 3 рабочие части. Значит, ну, насадка, понятно. Меняем танковый зажим и уже идет либо на 6, либо на 8 миллиметров. Значит, теперь что? Пожужжим, посмотрим. Естественно, что с первого раза тут ничего особо не увидишь. Думаю, разблокировали, то есть включили. Я поставил на 5-й режим. Ну и запускаем фрезу. Сейчас будет наоборот и режем. Вот, снимает прекрасно, срезала хорошо. Тоненько я брал. То есть режет хорошо, идеально идет, не нужно силы никакой. Сейчас сделаю здесь выборку. Уже включаю. Вот как выбрала. Все прекрасно выбирается. Одной рукой берете, ведете без всяких усилий. Идет хорошо. Ну, в дальнейшей эксплуатации можно будет поставить остальное. Постругал немножко. Ну, за один раз все, конечно, не увидишь. И нужно будет погонять. Потом будет видно. Может, второе видео сделал, не знаю. Но пока что скажу, что доволен. Удобно. Маленькая и хорошо идет она. Потому что у меня есть другая машинка большая, Dexter. Ну, стой, как сказать, в принципе, она полностью нормальная. Единственное, у нее там косяк есть, когда столик сжимаешь, он немножко перекошен. Есть угол небольшой. То есть недоработка какая-то, не знаю. Это получше будет. В общем, надо ее гонять, смотреть, что и как. По поводу цены. Покупал я, значит, в Португалии. Вот этот вот чемодан вместе со всеми запчастями, то есть насадками, вот этим все. Короче, комплект этот. За этот комплект я дал 49,99 евро. То есть, ну, грубо говоря, 50 евро без одной копейки. 50 евро. По поводу Испании, ну, на этой неделе совсем другой товар, не знаю, я его пока не видел. В Испании сейчас на интернете висит такая же машинка 54,99, то есть 56 евро. Плюс доставка, там порядка 4 евро. То есть такая же самая машинка выйдет 60 евро. Потому что еще машинка есть точно такая же с батареей. Ну, мы говорим со шнуром пока что. То есть разница в цене есть. В общем, погоняю, потом посмотрим. Может, сделаю видео. В общем, кому было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте поставить лайк. Буду еще выкладывать видео интересные. Всем удачи, всем всего хорошего.